Всем привет! В этом видео расскажу про автоматизацию проектирования SIP-панелей для курса Archiframe под ключ. Работа вышла большой, мне потребовалось редактировать HDL объекты и писать скрипты, менять различные настройки, добавлять шаблоны. Поэтому я планирую создать отдельный раздел в своем курсе, который будет полностью посвящен проектированию SIP. Итак, давайте рассмотрим создание SIP на основе двух стен и перекрытия. Выделим вот эту стену, создадим. Также здесь. Состав пирога тут стандартный, OSB, каркас OSB. Посмотрим на результат. Итак, вот у меня сформировались чертежи. На первом листе по умолчанию у меня идет каркас. Тут каркас панели. И, соответственно, вот в таком виде он возник. Вот эти две стены, они отличаются не только габаритами, но и главное отличие – это проемом. В этом случае здесь проем меньше, чем шаг рядовых досок. В этом случае больше. Соответственно, немножко по-разному Archiframe делает расстановку панелей и отстоек. То есть в зависимости от этого. Например, в данном случае нам требуется некоторые дополнительные действия сделать. Да, то есть вот этот вот и вот эту вот стойку, например, ее требуется подвинуть. Здесь же двигать ничего не надо, но немножко по-другому панели сформировались. То есть обо всех этих нюансах я уже буду непосредственно в уроках курса рассказывать и как правильно редактировать и более быстро. Здесь же просто пробегусь по функционалу и вообще как бы общему порядку действий. Итак, вот у нас есть каркас, есть вид спереди каркаса, вид сверху. И также опционально есть возможность создать вид панели сбоку. То есть тут полный пирог. Все это можно редактировать. То есть можно сделать отображение пирога всего вот на виде сверху. Вот здесь есть основной каркас стены с обозначениями. Далее у меня на втором листе наружные плиты. Вот так они сформированы. То есть в дальнейшем нужно будет их отредактировать, поставить уже по факту, как это нужно. То есть если сначала мы делаем каркас, потом немножко плиты доводим до финального состояния. И вот в таком случае у нас уже можно делать зазоры и в дальнейшем уже крепежи. Состав второго листа у меня это плиты наружные, потом спецификация к ним, потом утеплитель. И также здесь я создал специальный такой кат-лист, крепеж плит панели. Здесь есть наружные плиты, название крепежа, далее внутренние плиты, тоже название. Сначала его зададим, тогда после этого он уже, соответственно, и появится здесь. И также есть возможность задать крепежи для основного каркаса. Там это будет происходить уже в автоматическом режиме. Например, у нас доска, там стойка 150, и там 3 сверху, 3 сверху, 3 снизу, например, гвоздя. Ну и что-то типа такого. То есть в зависимости от сечения. Там, если он сотка, то он пер 2. И так далее. То есть есть возможность их задать. В принципе, как я уже много раз говорил, инструмент довольно гибкий, поэтому мы можем задать те настройки, которые нам требуются. И, соответственно, на третьем листе у меня просто внутренние плиты и здесь спецификация к ним.
В принципе, можно все это изменить. То есть можно внешне сделать так, чтобы у нас, например, наружные плиты и внутренние были на одном листе, и были какие-то общие спецификации к ним. Можно убрать некоторые спецификации. Можно совместить их с основным каркасом. Ну, то есть, в принципе, как вы хотите, так и можно сделать. У меня в базовом варианте уже для SIP добавились новые настройки. Я каждому элементу добавил свой шаблон. То есть, если мы откроем собственный тип оболочек, вот у нас тут есть 3 слоя. Для USB я сделал отдельный шаблон, вот он основанный на USB для SIP, где я оставил настройки, которые нам чаще всего требуются для плит. Далее каркас SIP. Тут тоже есть шаблон свой каркас SIP. То есть есть просто каркас SIP, есть минимум настроек. То есть самые часто используемые настройки здесь. Из нового и у меня есть некоторые дополнительные настройки, которые будут для всех добавлены, то есть для любых шаблонов. И также есть настройки, которые непосредственно будут применимы только для SIP. В данном случае у меня есть возможность задать сечение контура, то есть контурных досок под и над проемами рядовых и, соответственно, нижней доски, верхней доски и досок по сторонам проема. То есть все это редактируется. Есть специальный скрипт, который автоматически подгружается во время формирования каркаса. Соответственно, он и отвечает за изменение вот этих вот стоек и их сдвиг. В итоге мы имеем вот такую картину. В принципе, этот скрипт можно еще усложнять. То есть, как правило, как это происходит. Человек пользуется вот тем, что я предложил, потом какой-то список формирует замечаний, чтобы он хотел. И если это всем полезно, да, то я обычно это в общем для всех я это делаю и выкладываю это уже в следующем обновлении. То есть в данном варианте я вот в таком виде представляю, но это можно еще усовершенствовать и, в принципе, будет еще лучше пользоваться. Соответственно, здесь у нас каркас SIP. Тут есть материал рядовых досок, вот вертикальные доски проема, нижние доски проема, это верхняя доска, вертикальная доска, то есть вот эти вот вертикальная доска. Остальные доски, которые не задействованы. И еще есть материал стоек под и над проемами, как раз таки вот эти вот стойки. Далее создатель утепления, по умолчанию оно включено. Ну и материал, и вес 1 кубического метра, ну и цвет. Далее есть также отдельный шаблон непосредственно уже многослойной конструкции, тоже называется универсальный прок SIP-панели. То есть отдельно под SIP-панели. Здесь 3 листа даны по умолчанию. Опять же, все это можно редактировать, но как я представляю пока что на данный момент, вот, пускай будет 3 листа. Тут, соответственно, название макета, тип конструкции. Далее новые настройки, которых не было до этого. Многие, кто проектирует SIP, они часто указывают на ID, например, длину. Поэтому я решил модернизировать свои выноски и сделать возможность добавлять содержимое не только ID, например, да, но и ID плюс длина. То есть у вас будет отображаться и ID, и длина, либо просто длина. И также есть возможность сделать разделитель в случае, если у вас ID плюс длина. Как это выглядит, я покажу уже на перекрытии, потому что там более наглядно. Далее у нас есть возможность задать координату ID по x и по y. То есть это имеется в виду вот эта вот точка. Вот у него ID x offset и y offset по умолчанию 175. Мы можем задать какое-то другое значение, и, соответственно, например, оно будет вот так вот.
Да, то есть если мы зададим 354, 245, по умолчанию у нас будут такие вот, такое расположение ID. Соответственно, вот эти настройки. Ну и еще одна настройка добавилась. Помимо того, что еще и размеры будут некоторые дополнительные. Здесь еще есть возможность cut-list, то есть создать таблицу утеплителя на втором листе, таблицу крепежа, нужна, не нужна. И также есть возможность задать крепеж. Давайте сначала для примера зададим зазор. Вот у нас есть стена. Сформируем для нее зазор. Опять же, для этого у меня есть несколько скриптов. Вы можете их использовать на 2D, либо на 3D. То есть первый вариант предполагает следующее. Если мы хотим просто какой-то отдельный слой, либо какие-то конкретные плиты, то есть мы выбираем то, что нам нужно. Далее здесь у нас есть сделать зазор для выбранных плит. И далее у нас мы можем ввести зазор, который нам требуется, и также материал. Материал нужен для того, чтобы, например, если вдруг удобно будет выделить все, как в данном случае, например, да, то есть вот вы вышли на 3D, и вам, не хочется как-то там по отдельности их выделять слои, вот просто выделили и все, удобно. Либо несколько сразу стен. И чтобы вам был захват нужных плит, то есть у вас там, например, многослойная стена, но это опять же больше относится уже к стенам обычных каркасным, где там несколько слоев плит. И условно у вас там для одних плит нужен зазор, для других не нужен. И чтобы был сформирован зазор для тех плит, где нужен зазор, то, соответственно, мы выбираем этот скрипт. Здесь у нас материал плиты и зазор. Нажимаем ОК. Вот у нас формируется такой зазор. Также есть второй вариант. Мы можем, естественно, просто выбрать какие-то конкретные плиты и сформировать зазор. И также я сделал скрипт более такой обширный, который позволяет сделать выборку плит. То есть вы не выбираете никакой элемент, вы просто нажимаете скрипт, и он выбирает все плиты по каким-то условиям. То есть в данном случае у меня, опять же, зазор, тело плиты, это первое условие. И второе, это функция плиты. В данном случае, например, стена. Я нажимаю ОК, и у меня автоматически выделяет все плиты по этим двум условиям. То есть это стена и материал USB 3. И вот он пишет, что отредактировано 44 плиты. И автоматически вот сформирован такой вот зазор. То есть тут выбирать ничего не надо, тут просто нажимаете, и у вас выбирается. Соответственно, также с перекрытием и либо с кровлей там. Так, давайте перейдем обратно на вид. Нажмем обновить. Вот у нас размеры изменились. Соответственно, здесь у нас 4 мм появился зазор. Далее нам нужно уже сформировать крепеж. Для этого мы вскроем вот этот слой стен, чтобы он не мешал. Выбираем. Далее заходим на гвозди для выбора, то есть SIP. Здесь у нас шаг 150. Окей. Вот у нас на плитах появились вот такие вот отметки. То есть это как гвозди. Либо саморез. То есть это такой крепеж. Я, чтобы это все можно было посчитать, отредактировал элемент библиотечный. Нажимаем параметры и можем посмотреть, что у нас тут есть отдельный
отдельная вот эта вот вкладка крепеж. Здесь мы вбиваем нужный нам крепеж. А уже по правилам, которые были вот здесь вот в меню возле для выбора, он уже посчитал, то есть сформировал вот эти вот все точки крепежа. И здесь мы просто вводим название, то есть вот как в том шаблоне базовое название, там саморез, например, да. Вот здесь количество у меня есть, вес 1 единицы, общий вес итоговый и коэффициент запаса, если требуется. Соответственно, теперь мы нажимаем обновить. И вот у нас теперь появился крепеж для этих панелей. Опять же, все это можно редактировать еще дополнительно, то есть что-то можно убрать, что-то добавить. Вот. То есть можно как-то формирование изменить, но в общем виде выглядит все так. Теперь давайте перейдем на перекрытие. Выберем перекрытие SIP. Опять же, у меня для перекрытия создан свой шаблон каркас перекрытия SIP. Вот здесь вот он. Тут тоже настройки есть, в принципе, схожие. Только единственное, что немножко там из особенностей, естественно, там каркас немного другой, поэтому там скрипт другой и сами настройки формирования каркаса тоже другие. Итак, создадим новую оболочку, укажем структуру и создадим планки. Вот они сформировались, и теперь выйдем на проекцию. Вот у нас такая компоновка получилась. И вот здесь я сделал по умолчанию, чтобы отображался ID и длина. То есть вот так это выглядит. Опять же, таблицу можно редактировать. Я для наглядности сделал так, чтобы по назначению менялись вот эти вот цвет этих досок. Да? То есть у меня материал контура он один, как бы рядовые доски они другого цвета и перемычки третьего. Ну, это все можно редактировать, менять. То есть здесь более-менее он разбил, даже по длине. Единственное, что да, в некоторый момент тут надо немножко подредактировать. То есть идеально не будет в любом случае, но базовый вариант вполне годный. Опять же, можно сделать так, чтобы вот тут появляются размеры. Кому-то, может быть, они не нужны, когда есть вот эти длинные. Да, то есть я ввел такие варианты. То есть для этого, в принципе, тут предусмотрено, вот где размер каркаса, можно просто выбрать без размеров. Тогда у вас не будет размеров. Давайте посмотрим, какие виды есть выноски. То есть вот у меня ID плюс длина. Ну, ID, если просто, это понятно, что, например, разделитель. Ну, скажем, вот такой вот разделитель. Окей. И обновим, нажмем создать планки. Вот у нас, получается, вот появился разделитель. Опять же, можно, вот координаты у меня 0,3, 0,3. Ну, можем выбрать 0,4. 0,4, 0,3. То есть оно меняется. Мы смотрим уже непосредственно по каркасу, как у нас получается, и меняем это значение более, наиболее оптимальное. Выбираем. Соответственно, здесь уже тоже скрипты есть, которые немножко меняют расстановку. Вот видите, здесь у нас контур, он внутрь, то есть вот этот ID, он внутрь обращен. Здесь тоже доска, не как остальные, а вот она. В принципе, опять же, все это можно изменять, улучшать. Здесь у меня есть предустановка, разбивка стоек, но это как будто бы это вертикально считается, на самом деле это горизонтальная конструкция. И он как бы для них горизонтальная и вертикальная это по форме одно и то же. То есть как будто бы это стойка. Поэтому вот он как бы разделяет это тоже. Как у стен. Итак, вот он, получается, делает разбивку.
этой доски, вот этой, пытается там где-то наклёст даже делать, да, то есть здесь, в принципе, опять же, каркас, вид каркаса. Все это можно отредактировать, какие-то цвета свои добавить, какую-то разбивку сделать. Но как лист тоже можно редактировать. У меня вот написано, я для наглядности сделал контур перекрытия, да, то есть как бы назвать его более правильно, да, то есть здесь я для примера просто указал. И, соответственно, также у меня далее идут наружные плиты и внутренние. Да, здесь также есть особенность такая, что есть возможность вместо ID прописать, например, чтобы это целая была доска. Либо либо как по-другому обозвать ее. В любом случае, смысл ее в том, что она целая, то есть и поэтому ее, в принципе, можно указать, что если она не подрезана, то просто вместо ID будет целая в таком виде. Ну и, соответственно, естественно, тоже без редактирования не обойтись. То есть нам нужно будет, например, вот эти, да, они здесь висят. То есть нужно будет их там, условно говоря, подрезать, сдвинуть весь этот ряд. И, то есть, сделать это через ряд. Но, в принципе, это не такая большая работа, поэтому, в принципе, вполне можно делать. Вот. Поэтому, опять же, здесь можно крепеж уже, как я показал до этого, сделать. В принципе, можно сделать и несколько видов крепежей. Ну, то есть, главная особенность вообще вот всего вот этого всего плагина, это в том, что он очень гибкий. Ее можно под себя редактировать и сделать буквально все, что вы хотите. А тот факт, что есть возможность скрипты задавать, он, по сути дела, как бы при желании можно вообще задавать просто очень серьезные вещи. То есть очень ускорить процесс. И визуально будет приятно смотреть на ваши чертежи, и скорость возрастет, и точность где-то, да, то есть какие-то свои фишки появятся, например, крепеж автоматически будет читаться и так далее. То есть там функционал очень большой, и как бы я считаю, что весьма интересная вещь. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех таких изменений и нововведений, я активно сейчас работаю над усовершенствованием своего курса. У меня есть много идей еще. Для обновления 3 будет еще видео, может быть даже несколько с новыми фишками. Есть еще глобальный проект, который я хочу реализовать. То есть там тоже будет, там довольно серьезно все это будет выглядеть. То есть сильно сократит трудозатраты. То есть много всего интересного еще впереди. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, прокомментируйте, вступайте в группу Archiframe и записывайтесь на курс, смотрите видео, и если понравится, то приобретайте. У меня опять же есть хорошая обратная связь с теми, кто купил, то есть человек буквально там посмотрел, ему заинтересовался, купил, прошел курс, там попробовал, сказал, что вот мне хотел бы, чтобы был бы так, так-то, так-то. Я это все фиксирую, потом, соответственно, это добавляю для всех, и, соответственно, таким образом, как бы все в плюсе. То есть и курс развивается, и у людей ускоряется время, и улучшается удобство. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.